Произошло вот это семейное насилие домашнее, гендерное, как угодно на самом деле можно называть. И этого оказалось достаточно для того, чтобы человека, в принципе, осудили. Нет, к этому мы придем. Подожди, каким надо быть мужчинам в этой стране, мы к этому придем. Она закричала, сосед услышал, и она резко вышла на балкон. Это все, что есть против этого мужчины. В плане золотой визы, визы инвесторов, при покупке дорогостоящей недвижимости, свыше 500 тысяч евро и так далее. К сожалению, я думаю, что, может, многие знают, но если кто не знает и кто пытается успеть, то я на всякий случай просто обязан сказать, что вот до 3 апреля этого года есть, теоретически, остался около месяца, чтобы успеть подать на эту резиденцию. Я предвижу в комментариях, знаешь что? Люди скажут, потому что я знаю, наряду с тем, они скажут, что в вашей стране занимают квартиры и их нельзя выселить, а это Европа же, а выселить их нельзя, моя квартира, а выселить нельзя. Так еще меня сажают за то, что моя жена, она не хочет, вот тот случай. Большое спасибо, что ты согласился встретиться и нашел время. Да, очень приятно всегда оказаться на таком популярном канале и всех рад видеть тоже, всех зрителей. Я почему хотел бы, чтобы ты поделился твоими знаниями, потому что я ничего не имею против людей помогал, это такое немножко негативно звучит, но на самом деле такие нужны люди. Просто самое главное, чтобы эти люди себя не называли статусом, который они не имеют. Вот. Ты закончил какую-то часть учебы на адвоката, на юриста в университете Аликанте. Я юрист в Испании, закончил университет Аликанте в прошлом году. То есть у меня полное юридическое образование, бакалавр по праву испанскому в университете города Аликанте. Бакалавр называется? Да, градуин деречо по-испански. И я продолжаю обучение на адвоката, на адвокатуре, в магистратуре. Но я уже испанский юрист, у меня есть диплом Испанского университета города Аликанте. Я тебя представил, я просто хочу для начала расскажи твою историю миграции, как ты приехал в Испанию, откуда и зачем. Мы приехали в Испанию в 2019 году, в город Аликанте, из Москвы, из России. Я приехал по резиденции Нового Креатива, здесь просто жили, сначала наслаждались жизнью в Испании, но меня никогда не покидала мысль стать в Испании юристом, помогать людям и продолжить свою карьеру юридическую. Мы переехали в Испанию в 2019 году из Москвы. В 2019 году вы из России, то есть, а Германия когда была? Германия была до этого. В 2016 году я поехал учиться в Германию. Учился там год, изучал немецкое право, немецкий язык. Тоже на юриста? Да, тоже на юриста. Круто вообще, слушай. Но, к сожалению или к счастью, как я уже сейчас понимаю, в Германии я не остался. Вернулся в Россию на короткий промежуток времени, и мы уехали уже в Испанию. Потому что Испания нам давно нравилась, и, соответственно, я решил в Испании уже стать юристом, именно по испанскому праву, и в том числе помогать. Ты немецкий знаешь? Немецкий знаю, да. C1 у меня, да. Sprechen Sie Deutsch? Я, natürlich. И понятно, что испанский язык, он на самом деле со временем съедает все остальные языки, но немецкий, в принципе, рабочий тоже. Я в том числе на немецком могу говорить, общаться. Что значит съедает? Может, мне не стоит вообще другие языки учить тогда? В том плане, что испанский имеет такую интересную, энергетику, что он просто замещает со временем. Мне даже иногда, на самом деле, я замечаю, что, к сожалению, уходит и русский язык частично, потому что хочется сказать уже по-испански, испанскими фразами, испанскими терминами, особенно учеба в университете города Аликанте, юриспруденция, право, уже хочется испанскими терминами разговаривать, но понятно, что... А ты знаешь, я просто про себя расскажу. У меня то же самое происходило. Те слова, которые я в России не употреблял, темы здесь все-таки очень большой отрезок жизни, и здесь я чем-то начал заниматься тем, чем я не занимался в России.
Ну, тогда, в общем, в России там, Ютуба не было и так далее. И здесь я это все осваивал и там общался с людьми на испанском языке. И сейчас мне очень сложно что-то... Я как бы, как Google переводчик, только коряво что-то перевожу, на меня смотрят, ты о чем сейчас говоришь? Да, да, есть такое, да. Ну, получается, российское право ты Да, изучал, немецкое право правильно, и да. теперь испанское. Вот Да. расскажи. Если весь путь мой еще раз резюмировать, то сначала я закончил в Москве Московский государственный университет имени Ломоносова, юридический факультет в 2015 году. Затем я работал в различных компаниях, в страховых компаниях, на себя тоже работал. В дальнейшем я поехал в Германию учиться. Там я, опять же, год проучился и решил все-таки вернуться в Россию в тот момент. И в 2019 году я приезжаю с семьей в Испанию, соответственно, мы начинаем здесь жить. И в 2022 году я поступаю на юридический факультет университета города Аликанте. И вот в прошлом году я его закончил. А Аликантовский университет почему выбрал? Потому что просто здесь много твоих знакомых? Потому что, во-первых, это чисто территориально мне было очень близко. Я сам живу в Аликанте все это время. И на самом деле университет Аликанте, он на самом деле достаточно престижный именно по праву. Вот, у нас очень вообще классные преподаватели были, программа очень интересная, много практических занятий. То есть, ну, действительно, ты погружаешься в эту правовую систему максимально. Вот. И я очень доволен именно образованием, именно преподавателями, которые у нас Хватает были. языка испанского, Да, чтобы хватает, понимать? да. Я поступал с уровнем B1, а в дальнейшем я его довел до C1. Но скажу сразу, что первый месяц было, в моем случае, первый месяц даже с уровнем B1 было, может быть, где-то немножко непросто. Я что-то переводил, но буквально прошел месяц, я настолько влился в эту всю атмосферу и пишу на испанском, то есть уже ничего не переводил. В моем случае хватило месяца, чтобы полностью погрузиться и начать полностью обучаться на испанском языке. И ну вот смотри, я уже все понимал. Про юридические вот какие-то моменты. Понятно, что как бы российское право, оно понятно, оно просто другое. Оно отличается от европейского или американского. Общие Но принципы. немецкое от испанского есть такое? Какие отличия? Ну да, есть отличия. Опять же, общие принципы права, что России, что Германии, что Испании, они на самом деле похожи очень. Но понятно, что отличия есть. На самом деле, если прям отличия сейчас называть, но их настолько много, что от того, что, например, в России нельзя по понятным причинам там, заключать браки однополые, в Испании можно. Там, в части выселения людей при аренде, при неплатежах. Да. То есть есть много очень нюансов, конечно, которые... Поэтому я здесь решил выучиться на юриста, чтобы знать все эти нюансы, все моменты и предлагать людям помощь, именно исходя из своих знаний испанского права, опыта и так далее. Денис, вот ты когда учишься, учился, вот этот этап прошел, у тебя же была практика. Вот ты мне рассказывал, что была практика, и даже бывали случаи, когда практика в суде, и судья с вами, с студентами, с тобой тоже советовался о правильности принимаемого решения. Судья не советовался с нами в части ваше мнение он спрашивал. Да, он спрашивал мнение и спрашивал то, как мы думаем по поводу конкретного дела, по поводу возможного его решения. Понятно, что судья принимает сам свое решение и так далее. Вот, но в дидактических целях, в целях нашего образования он нам задал вопросы. Да, это было очень интересно. И это как раз то, чего как раз, если сравнивать образовательные системы там, Испании и, например, России, то как раз чего нет в России, то есть и не было. То есть вот этого контакта такого прямого, судья больше похож даже не на судью, а на преподавателя, вот, очень досконально во всем разбирается, тактичен, ну, то есть это, конечно, просто небо и земля, другая планета. Я когда все это смотрел, я вот с такими глазами на все это, конечно, все это в себя вбирал. Вот. Но для испанцев это считается нормально, то есть они... Я к чему? Вот, расскажи про случай, про который ты рассказывал. Случай был в том, что, да, там, как известно, в Испании... Взаимоотношения. Я почему хочется рассказать людям, какие вот бывают казусы, вот, и перегибы, но, на мой взгляд, субъективные, вот в законодательствах стран, вот в частности вот у нас.
Да, этот случай конкретно был, опять же, никакая не адвокатская тайна, просто это было публичное судебное заседание. Вот. Но случай был следующим, что девушка была пареха, да, то есть была какая-то семейная пара, люди жили в квартире, и произошел такой как бы скандал, да, то есть на повышенных тонах. Ну, 40. Да, девушка начала кричать. Это район Аликанте достаточно такой, ну, известный. Вот. И сосед вызвал полицию. Приехала полиция, значит, всех вывели. И в суде уже как непосредственно рассматривалось... Извини, я тебя перебью. Что значит всех вывели? Вывели мужчину в наручниках. Ты это имеешь в виду? Ну, нет, не так все было. Немножко... Ты уточняй, это очень важно. Смысл вообще был в том, что, грубо говоря, вот это вот семейное, там, гендерное насилие, даже если непосредственно нету доказательств прямых, что, например, человек в данном случае, он, скорее всего, там, толкнул, оттолкнул, но полицейские, которые приехали, увидели, как девушка резко, скажем так, как выскочила на балкон, по-испански так, асомо, да, высунулась, да. И на этом, то есть никто не видел непосредственно момент вот этого импухона. Импухон — это как толчок. Ну, да, никто не толкал видел ее, не ударили, этого никто не видел. Этого никто не видел, но на основании того, что она резко вылетела как бы из комнаты на балкон, Могла споткнуться, она не упала с балкона, она просто резко на сам балкон она вышла. Да, вышла на балкон, да. И исходя из того, что никого не было больше в комнате в тот момент, потому что они опросили, исходя из того, что никого не было на лестничной клетке в этот момент, полицейские все, ну, как бы сделали вывод, и это потом легло в основу приговора суда, используя именно косвенные доказательства, пробы индиректа, что произошло вот это семейное насилие домашнее, гендерное, как угодно, на самом деле, можно называть, и этого оказалось достаточно для того, чтобы человека, в принципе, ну, осудить, да. Понятно, что его не осудили к тюремному заключению, да, там так называемый trabajos en beneficios de comunidad, то есть как общественная работа, но тем не менее, то есть бывает даже так, что не обязательно, чтобы кто-то видел непосредственно момент вот этой агрессии, этого насилия. Если потому что считается, что жертва, она в уязвимом положении, эти, скажем так, преступления, да, они совершаются в закрытых, как правило, помещениях, пространствах, и чтобы защитить, чтобы дать вот эту защиту жертве, женщине, допускается, что по косвенным даже признакам, по косвенным доказательствам можно подтвердить вот это насилие. То есть надо... К чему? Суть в чем? Что нужно быть осторожным. Нет, к этому мы придем. Подожди, каким надо быть мужчинам в этой стране, мы к этому придем. Я хочу просто еще деталь, чтобы то, что ты мне рассказывал. Что заявляла эта женщина сама? Вот в полиции что она заявляла? Да. То есть все обвинение строится на вот косвенных, единственной косвенной вот этой домысле. Дело в том, что эта женщина сама его не обвиняла. Она не писала заявление. Не писала заявление. Она закричала, сосед услышал, и она резко вышла на балкон. Это все, что есть как бы против этого мужчины. Да, и показания полицейских, которые приехали на вызов. Ну, это увидев. Да, опять же, не видев момент самого вот этого толчка. Да, в том-то дело, что когда она зашла в суд, ну вот мы сидели в суде как на практике, да, как публика, и заводили, соответственно, эспосадо, то есть в наручниках заводили предполагаемого агрессора, да, как бы, да, преступника потенциального. Вот. И за ним шла девушка, она висела у него на руках, она плакала, она его там целовала. И она шла по коридору весь этот момент и также зашла в зал. И мы подумали, что может это сестра, может быть там подруга его, какая-то другая девушка, неизвестно. В итоге это была эта женщина, да, вот эта жертва, которая умоляла его отпустить. Это вот реально вот так происходило. Умоляла его отпустить, спрашивала, почему он в наручниках. Почему он сейчас не может пойти с ней там домой, что нет никакой проблемы, ее никто не обижал. Страшное. Он заставил ее резко выйти на балкон. Это страшное преступление. Да. Надо в наручниках. А как еще? Поэтому на удивление, и когда даже судья сказал, что да, вот мы там удаляемся там ну, то есть решение будет вам, мы вам решение пришлем потом, скажем так, по почте, да, то есть по специальной системе информируется о принятом решении.
И вот эта женщина, девушка, она говорила, что а почему не может сейчас со мной пойти домой, то есть как бы почему, ну то есть она не понимала даже вот этого всего, и естественно на все вопросы там обвинителя, фискаль, да, по-испански называется прокурор, не путать с прокурадором, на вопросы, соответственно, судьи самой, на вопросы защитника, она говорила, что, естественно, не было никакого ни толчка, ни агрессии, ни вербальной, что мы просто, да, мы покричали, но он мне ничего плохого не делал, он никакое насилие в отношении меня, как женщины, не применял. Но это... Тем не менее, судья обвинил. Дело... И он вам, как студентам, объяснял, Нет, почему? он нас так спросил, как вы видите эту ситуацию потом просто. Все, ну, испанцы в целом, на самом деле, так, интересно, посмотрим, что вы там примете, какое решение. Я спросил, просто я действительно, я обычно слушаю, все так вбираю в себя, но тут я просто как бы не выдержал и спросил, потому что судья сказал, вы что думаете, это будет обвинение больше или оправдание? То есть сентенция будет конденатория, больше обвинительная, или абсолютория, то есть оправдательный приговор. Абсолюцион – это оправдание, да. Вот. И я так спросил даже, потому что так резко, внезапно, я говорю, то есть здесь что, может быть обвинительный? Он такой, а почему как бы нет? Почему? Она спросила, почему вы думаете, что нет? Да, как бы, она говорит, я спрашиваю, да, но вот так вот. Но для меня это было, конечно, немножко, опять же, я понимаю, что этот закон, который, кстати, 25 лет ему исполняется, о защите женщин, о домашнем насилии, это очень важный закон, это все понятно. Но, опять же, надо быть осторожным, и всегда любой юрист вам скажет, что всегда очень большой риск того, что опасность вообще любой такой нормы, чтобы она не применялась не по назначению. То есть, если она применяется по назначению, и женщина защищена, у нее есть там определенные гарантии, да, и так далее, это замечательно. Но, к сожалению, в том числе, бывают ситуации, когда используется этот закон, опять же, не по назначению, и может сильно усложнить жизнь. Я предвижу в комментариях, знаешь что? Люди скажут, потому что я знаю, наряду с тем, они скажут, что в вашей стране занимают квартиры и их нельзя выселить, а это Европа же, а выселить их нельзя, моя квартира, а выселить нельзя. Так еще меня сажают за то, что моя жена, она не хочет, тот случай. И ты, как будущий адвокат, тебе осталось год учиться до адвоката, то есть, чтобы вести уже дела в суде. Пока ты можешь работать... До 2000 евро я могу вести, и трудовые споры тоже я могу. Споры. Через год, например, и если бы ты взялся за такое дело, ты можешь на себя примерить, как бы ты вел это дело, защищал этого парня, даже не парня, а всю пару защищал, потому что это в интересах обоих. На самом деле, каждое дело уникально. Я не видел тоже всех прямо доказательств, которые есть в этом деле. Но иногда бывает так, что даже разумно согласиться с обвинением, иногда, потому что там предусматривается достаточно сильное снижение наказания до трети, точнее, на треть. Но иногда, когда действительно нету доказательств, я бы поборолся, потому что действительно, когда очевидна ситуация, что вас обвинили необоснованно, то нужно бороться, я считаю, да. Потому что вообще испанская система, опять же, это мое личное мнение сейчас, да, говорю, то есть есть такой момент, что если ты соглашаешься, опять же, по определенным статьям, да, ты признаешь, например, свою вину и так далее, что ты совершил эти деяния и так далее, тебе снижают. Но эта система, она, конечно, способствует тому, чтобы люди соглашались. Не так, как это происходит в Соединенных Штатах, не так, как это происходит в России. Понятно, никто здесь людей не пытает, такого здесь нет. Но все равно, если ты соглашаешься, тебе система очень нравится, когда человек соглашается и идет дальше, получает свое наказание сниженное, и нет проблем. К сожалению, не только этой системе нравится, когда с ней соглашаются, а многим другим каким-то системам. Поэтому, надо оценивать конкретно. Бывает так, что где-то нужно согласиться, нужно смотреть все pruebas, все доказательства, которые есть в деле, нужно оценивать все риски, смотреть судебную практику по тому или иному преступлению. Говорить иногда с фискалем. Фискаль – это прокурор, то есть нужно
уметь с ним, и нас этому учат, в том числе на как раз магистратуре по адвокатуре, учат нас, как с ними разговаривать, как именно не то чтобы выторговывать, но показывать слабые стороны обвинения, где-то предлагать какие-то другие варианты. И даже на этапе переговоров не всегда это возможно, но тем не менее можно, скажем так, снизить себе и наказание изначально, и вообще разрешить этот вопрос. Вот. Но, опять же, это зависит, все, нельзя дать какое-то универсального решения, потому что где-то это очевидно так, где-то это действительно лучше согласиться, где-то лучше бороться, и есть шанс, что вы добьетесь своего. Ну вот смотри, если, например, согласиться, вроде бы как ты понимаешь, что не совсем справедливо, но бог с ним, я соглашусь и там заплачу какой-то штраф, ладно, бог с ними, с деньгами. Но ведь есть еще какие-то последствия для тебя в жизни в Испании, когда у тебя остается вот это, ты судим, да. И это очень тяжелое обвинение, вот, гендерное насилие. Да, дело в том, что вообще судимость, опять же, надо тут разделять. Одно дело, например, если мы говорим об испанце, гражданине Испании, ему, в принципе, все вот эти судимости, скажем так, по барабану. Не то что по барабану, но они не влияют, скажем так, на его непосредственную жизнь в Испании. Он от этого из Испании не уедет, его отсюда не выгонят, не так, чтобы он не совершил. Это одна ситуация. Но если мы говорим про иностранных граждан, которые живут здесь по резиденции с видом на жительство, или которые живут здесь по тем или иным причинам, к сожалению, там, без видов на жительство пока что, ищут пути легализоваться, да, то есть получить свои вот эти первые документы и так далее, или же даже они резиденты и продлевают на определенном этапе. Каждый иностранец должен продлевать в зависимости от ситуации свою резиденцию. Там, на 5 лет, если это ПМЖ, там, да, или там, на 2 года, на 4, и так на год. Разные ситуации. Вот эти так называемые antecedentes penales, они, то есть судимость, они могут, в принципе, закрыть возможность как реновировать резиденцию, так и получить, пока вы их не уберете. Причем надо понимать, что есть antecedentes penales, это судимость. Это именно когда было принято решение суда, сентенция, где указано, что человека осудили за такое-то преступление, вот ему назначили такое-то наказание, по-испански называется пена, наказание. Вот. Это одна ситуация. А если его оправдывают, то ничего этого не происходит, естественно. И вторая ситуация, когда человека даже, опять же, если его, допустим, оправдали, или его осудили, но наказание прошло, и он даже канцелировал, да, то есть очистил эту свою историю по судимости, могут оставаться antecedentes policiales. Это задержание, какие-то опросы, любое вот это вот взаимоотношение с полицией, ну, скажем так, официально, когда вы где-то ставите подпись, да, вы заводите в эту систему, вас заводят. Это все остается, и это тоже нужно убирать. Это два разных как бы регистра, два разных реестра. И очень важно, всегда я советую, да, во-первых, сначала смотреть, что там есть, если у вас такая ситуация. И второй момент, их канцелировать, то есть убирать эти... Это можно сделать в зависимости от того, какое наказание там исполнено, да, то есть должен пройти определенный срок, и спустя этот срок вы можете подавать на, скажем так, очистку этой истории, да, на аннулирование этой судимости, и в том числе полицейской истории. Ну ладно, полицейской истории хорошо, а вот я к чему? Есть вот этот... в прошлом какая-то ситуация, как ты сказал, что вот, например, вот то, что ты рассказал, его осудили, он продолжает жить со своей женой, этой лепарехой, счастливо, но уже было гендерное насилие. И если что-то, не дай бог, что-то у него произойдет с этой девушкой или с другой девушкой, его просто зарядят по полной же. Даже его слушать не будут. Да, есть такой момент, что есть даже реестр, в том числе специальный для вот этих вот именно преступлений, скажем так, по гендерному насилию в отношении несовершеннолетних. Да, то есть я говорю, что всегда лучше эти все полицейскую эту предысторию и судимость как можно раньше вычищать из реестра, то есть подавать это заявление, и чтобы у вас... Это делает адвокат. Это может делать как человек сам, если у него есть электронная подпись, или даже лично он может написать, подать это заявление. Через какое-то время, да? Да. Адвокат или юрист, он может посмотреть, соблюдены ли условия для того, чтобы вам одобрили это аннулирование. Или подать апелляцию. Да, потому что, то есть как бы там в зависимости от преступления, в зависимости от наказания, которое было назначено, разные сроки. И, соответственно, нужно, судимость должна истечь и так далее. Соответственно, после этого вы должны этим заниматься. То есть, как бы, если вы слишком рано это сделаете, вам может быть отказ. То есть нужно именно в каждом конкретном деле смотреть
можете ли вы претендовать на аннулирование вот этой судимости в данный момент. Или нужно еще немножко подождать и потом это сделать. Но это может сделать как человек сам, так и адвокат, так и юрист. То есть, да. То есть ты сейчас такими делами можешь заниматься? Или это судебное? Я уже занимался такими. Опять же, это может быть как сам человек, если он занят, пожалуйста, адвокат тоже, и также может быть юрист. То есть я занимался, да, именно вот аннулированием этой судимости, конкретно было дело по судимости, вот, и я консультировал, кому-то я делал это, кому-то я консультировал, объяснял, как это сделать, человек сам сказал, что я сделаю сам, пожалуйста. Я почему спрашиваю, чтобы для зрителей, просто я под видео, здесь вот под видео я укажу телефон, по которому можно задать тебе вопрос, или, может быть, как консультации вот в таком. И в комментарии тоже можно задавать вопросы. Да, то есть адвокат и юрист, он специализируется на чем-то. Вот ты вот для себя что-то выбираешь, потому что если сейчас ты рассказал о таком случае, вот это вот гендерное насилие, что очень сильно здесь популярно, либо там получение документов, например. Это разные же вещи. Вот ты какую-то одну линию или ты все подряд? Опять же, мне интересно все, конечно, но сразу говорю, пока я в данный момент, я на адвоката продолжаю учиться. То есть, например, представление интересов в суде, уголовная защита в суде на данный момент, вот, как говорится, ой, на сегодня пока мне это недоступно. Когда я стану адвокатом, естественно, я могу этим заниматься. И мне это интересно. Сейчас, да, нужно, да, естественно. Вот, я как раз сейчас продолжаю обучение на магистратуре. То, что касается видов на жительство, то есть миграционные вопросы, касается проверки документов, опять же, подготовки их, подача на оседлости, вот эти на оседлости, легализация. Этим всем я могу заниматься. В том числе, если мы говорим, опять же, возвращаясь к уголовному праву, аннулирование судимости, этим тоже я всем могу заниматься. Вот. То есть мне уголовное право интересно, как раз именно гендерное насилие мне тоже интересно. Возможно, я этим в будущем буду заниматься именно уже как адвокат, даст Бог. Вот. Но в данный момент я концентрируюсь в основном на миграционных вопросах. Опять же, не потому, что даже мне это нравится, но просто такой спрос. Меня спрашивают в основном, как переехать в Испанию. Это логично, да. Потому что ты владеешь несколькими языками, да, кроме испанского, поэтому, естественно, иммигранты, которым в первую очередь это нужно, они к тебе обращаются, да, за этим. Потом, если они попадают в истории еще кроме документов, то да, обратятся к вам. Потом бывает, что что-то еще накручивается дополнительно, какой-то вот смежные сферы. Вот. Но, в принципе, пока основное это миграционное как раз право, поэтому те, кто вот интересуется, как переехать. Тогда рассказывай, какие сейчас вышли законы или выходят, или вступают в силу. Потому что я уверен, что очень много людей, которые надеются подпасть под этот закон, и что нужно делать, и что это за закон. Во-первых, давайте скажу сразу. В Испании идет реформа, но она отчасти, может, уже так тоже завершается, получает свой какой-то контур, по разным, как бы, разных сферах она идет в миграционной области. Был вопрос о том, что была такая инициатива «Популяр», так называемая, когда такая общественная петиция набрала там определенное количество тысяч человек и рассматривал Конгресс возможность легализации всех вообще нелегалов, к примеру. Это отдельная тема. Это последний год, извини, пожалуйста. Да, когда это было? Нет, а последний раз, когда это было? Последний раз это было очень давно. Это очень давно. Как раз я когда попал, представляешь, это 20 лет назад это было. Давно, да, и это, чтобы просто люди понимали, одна тема – это так называемая регуляризацион массива, то есть массовая легализация всех нелегалов. Эта тема, к сожалению, не получила своего развития. Она была заявлена, люди собрали подписи, Конгресс в итоге ее, скажем так, приостановил. И, скорее всего, не надо ожидать сейчас какой-то массовой, массивной такой легализации. Что такое массовая легализация? Это когда вам... Без условий, вообще все. Не то, что с минимальными условиями и специальный экстраординарный порядок. Он действует определенное количество, например, месяцев или год. То есть он не всегда... Это как королевский раньше был. Да. Допустим, там, в течение года могут легализоваться те-то, которые там прожили здесь столько-то, знают язык столько, или там не имеют, опять же, нарушений, не имеют, опять же, судимости, как правило, и так далее. Это экстраординарный порядок. Этого, скорее всего, в ближайшем будущем ожидать не стоит. Второй момент – это регламент об иностранцах. То есть именно реформа регламента миграционного. То есть закон об иностранцах, он не меняется, он такой же есть. И есть регламент, который развивает его положение, уточняет, детализирует,
конкретные вещи по конкретным видам ВНЖ, оседлости и так далее. И как раз этот регламент у нас новый в этом году, то есть он принят был в ноябре 2024 года, но вступает в силу с 20 мая 2025 этого года. И вот там, да, есть интересные моменты, сейчас все его тоже изучают, по нему пока нет никаких каких-то инструкций, да, то есть нету подзаконных актов, которые, опять же, развивали бы уже его положение, потому что в Испании помимо регламента, законные регламенты, есть также инструкционность, да, инструкции министерства вот, по делам иностранцев и так далее. И, но тем не менее, там интересные моменты появляются. И еще скажу сразу, может, кому будет интересно, что, будет интересно, да, конечно. что в плане золотой визы, так, визы инвесторов, при покупке там, да, дорогостоящей недвижимости, там, свыше 500 тысяч евро и так далее. К сожалению, я думаю, что, может, многие знают, но если кто не знает и кто пытается успеть, то я на всякий случай просто обязан предсказать, что вот до 3 апреля этого года есть, теоретически, да, остался вот около месяца, чтобы успеть подать на эту резиденцию, которая вам дает право на работу в Испанию и так далее. И вы там... Нет, слушай, ну альтернатива есть, вот за 5 миллионов в Америку можно. Да, сейчас вот Трамп как раз... 500 тысяч да. не хотите здесь, Да. ну, в Америке Да. можно 5 лямов заплатить. Да, вот как бы... И там заплатить. И там заплатить. Там А тут не надо да. покупать. Да. Тут ты покупаешь свое Да. же, это Да. твое. Вот, я понимаю, что она уже, как бы, как говорится, приказала долго жить, эта резиденция, но, опять же, те, кто ее получил, они продолжают ее продлевать, если сохраняют этот объект и так далее. Здесь проблем нет. Но если кто вот пытается еще успеть, то пока еще можно успеть подать. Главное подать вот до 3 апреля этого года. И еще сразу скажу момент. Тех, кто находится на резиденции но лукратива без права на работу. Тоже была такая, значит, новость в новом, точнее, в проекте регламента, который был, то есть было несколько проектов этого регламента, и в одном из проектов предполагалось, что но лукратива, то есть резиденция без права на работу, она будет продлеваться на 4 года. А это что означает? То есть нужно, допустим, кто на этой резиденции находится или кто подает на эту резиденцию, тот знает, что нужно показать определенное количество сумму денег на счете там, или доходы и так далее, тоже детали. Но соответственно, если бы это было бы на 4 года, то продление тоже было бы на 4 года. И, то есть, точнее, как сумму нужно было показывать на 4 года. И, соответственно, для многих это просто было бы невозможно. Вот. Успокаиваю всех вот новокративщиков, кто без права на работу здесь у нас живет в Испании или будет подаваться. Все остается по-старому, на 2 года она продлевается как раньше. То есть, получаете на год, и потом на 2 года также продлеваете. То есть, в этом плане все отлично. Теперь... Наверное, вот же про этот про регламент. Просто я сказал, чтобы люди успокоились, и как бы должен был это сказать. То, что касается регламента нового, там, опять же, на мой взгляд, то, как я его понимаю, как я его толкую, сколько юристов, столько и мнений. Понятно, что будут еще инструкции, будет там, потом и судебная практика будет и так далее. И практика конкретно из Сан-Хири, потому что тоже зависит, это Аликанте, или это там Мадрид, или Барселона, влияет сильно. Но я там вижу вот интереснейшую лазейку, можно сказать, возможность для легализации для тех людей, которые здесь живут там без документов и могут показать определенную сумму денег. То есть это оседлость по собственным средствам, так называемая. То есть это социальная оседлость при наличие собственных каких-то средств небольших. И средства там, опять же, не такие, ну, скажем так, большие требуют. Вот. То есть там порядка 600 евро нужно показать в месяц. То есть это 7200 евро в год. Это в цифрах вот 25 года. Потому что показатель может немножко меняться, на основании которого рассчитываются эти суммы. И если человек же пожил 2 года, у него нет нарушений, он доказал, что он тут прожил, у него есть прописка, там, да, укоренение, так называемая оседлость, он может попробовать с этими деньгами, опять же, это то, что указано в регламенте. Как это будет на практике, потому что это очень такая сладкая возможность, на самом деле, очень, ну, такая, как бы, большой шанс, я думаю, для многих здесь будет. Но так как это указано, возможно с этими деньгами попробовать легализоваться, получить оседлость. И новый регламент, в отличие от предыдущего, что говорит еще, тоже очень важно. Одно из основных новшеств этого нового регламента заключается в том, еще, что, во-первых,
оседлость в такой ситуации будет предполагать также право на работу, причем как то есть без ограничения по всей территории Испании, и как на себя, так и на работодателя, то есть по контракту. Вот. И в дальнейшем, продлевая эту оседлость, соблюдая условия, вы продлеваете на год, так 5 лет вы получаете ПМЖ. Просто в чем разница, может, кто-то не понял, но смысл в том, что раньше тоже можно было получить оседлость по деньгам, так называемую, но она была без права на работу, то есть вы показывали примерно такую же сумму денег, она была без права на работу и продлевалась по правилам нолукративы как раз. То есть вы показываете условно там 8 тысяч евро, вам дают эту оседлость, без права на работу, вы просто живете легально, да. И продлеваете вы по правилам нолукративы, так было раньше. А, соответственно, вы показываете вот эти огромные, достаточно большие деньги, и не каждому это было интересно. И опять же, это нолукративы, то есть без права на работу. То есть вы так можете легализоваться, но это не для всех, опять же, да, и такой процесс немножко, не такой эффективный, как сейчас, когда вы получаете право на работу и спокойненько продлеваете до ПМЖ. А вообще какой срок? Ты сказал, вот в мае оно начинает действовать, этот закон, и он когда-то закрывается от окна? Нет, это именно вот эти все оседлости, это именно это предполагается, что будут постоянные вот эти оседлости, которые будут новые. Там поменяли немножко тоже название. Это вообще все время так будет? Это должно быть все время тогда. До нового изменения этого регламента и так далее. Более того, там еще есть интересный момент, вот на самом деле, потому что, опять же, я сейчас, может, так скажу, потом люди скажут, Денис, всем надежду дал, но на самом деле, если вот строго говорить юридически, исходить из текста этого регламента, и нужно исходить из этого в том числе, потому что, в конце концов, это текст легальный, да, и там предполагается даже возможность даже эти деньги не показывать. Это, конечно, понятно, посмотрим, как будет на практике, но если мы строго читаем эту норму, то указано, что если у вас есть вот этот отчет информы об укоренении, который выдается в мэрии, например, там, через ассоциации, бывает, вот иммигрантов люди получают, то, что вы вот живете в этом городе, знаете там жизнь этого города, вы подтверждаете, что вы жили эти 2 года в Испании, язык, да, и вам должны выдать такой информы de интеграцион, то есть как бы отчет об интеграции вашей. Обычно выдается в мэрии городов. Так вот, если у вас нет вот этого там близкого родственника, нету этих денежных средств, но у вас есть отчет об интеграции, то тогда тоже можно теоретически претендовать на эту оседлость. Это, конечно, получается просто разрыв мозга, потому что, по идее, просто человек прожил 2 года, показал этот отчет, и ни денег не нужно, ни какого-то родственника не нужно показывать. Кажется, очень все заманчиво. Но формально оно так действительно и есть. Поэтому посмотрим, как это будет миграционные органы Испании, как будут это толковать и какие инструкции, опять же, они примут. Ну, я думаю, наверное, сейчас накопилось с тех лет, сколько уже этого не было, легализации. Очень много нелегалов накопилось. Ну да, я думаю, что... Нет, я думаю, по вот этой оседлости многие будут подавать, да, на эту оседлость, потому что это один из таких вариантов. Вот произошла трагедия около Валенсии. Какие-то, я слышал, что есть вот для легализации этих людей какие-то есть поблажки, или вот расскажи про это, пожалуйста. Потому что в Валенсии очень много тоже людей. Действительно, и ко мне вот недавно обращались как раз пара из той зоны затопления. Смотрите, 12 февраля был принят такой приказ в Испании о том, что устанавливается льготный, экстраординарный, опять же, порядок для легализации тех людей, которые были либо прописаны, либо имели ситу, то есть визит на прописку с определенной датой, там, грубо говоря, там есть даты, сейчас просто не помню, там, условно, там, с 4 ноября там, с 28 октября по 4 ноября, когда происходили, в приказе там точно указано, когда происходило вот это затопление Дана, так называемое. И если у человека есть прописка, есть список этих всех деревень, пуэбло, да, всех этих поселков и так далее, локалидадов, где была вот эта Дана официально. И если у человека есть прописка или сито на эту прописку, он может в экстраординарном порядке получить документы, легализоваться. Для этого нельзя иметь, опять же, судимость. Вот. И, в принципе, нужен действующий паспорт, и можно подаваться на такую... Практически ничего не надо. Да, более того, даже тем, кому отказали
Да, опять же, очень важно, у вас должна быть сита, то есть вы должны жить до этой данной. Скажи, как... Сита, то есть визит, запись на запись прописку, на прием. взятая до этой. То есть понятно, что если вы сейчас пойдете и возьмете, то это не получится. То есть, естественно, там есть определенные сроки, если вы попадаете в этот временной промежуток, Если вы ее запросили до событий этих. то тогда вы можете попробовать получить документы, скажем так, вот из-за этого затопления. Более того, если, например, не дай бог так получилось, к сожалению, что есть какие-то смертельные случаи, жертвы от этой даны, то тоже родственники могут получить документы. В Испании, тем более, в этом случае на 5, да, в этом случае на 5 лет. По общему правилу на 1 год, а вот если, к сожалению, человек погиб, родственник, и он жил в этой зоне затопления, то резиденция дается на 5 лет. Льготный порядок получения документов. И очень важно, тем, кому отказали вот в этой зоне затопления раньше по продлению и так далее, то de oficio, это означает по инициативе государства, по инициативе Санхирии, должны быть пересмотрены все вот эти вот дела. И отказать можно в такой ситуации только если есть, опять же, судимость, если есть какая-то угроза. Опять же, судимость в Испании. Тоже там есть такая норма, что даже если, например, нет возможности предоставить справку о несудимости из своей страны, к примеру, то можно, там такая размытая фраза, что можно другими доказательствами как-то вот подтвердить, что ее нет. Но это вот именно для данной. И очень важно... А для таких вот случаев, наверное, как раз нужен юрист, который вот эти размытые фразы канализирует в нужное русло. Да, для этого мы и есть. Вот. И очень важно, что предусмотрен срок для такой легализации льготной, он 3 месяца. То есть с 12 февраля у вас есть 3 месяца, чтобы те, кто вот живет в этих, или прописан был в этих пострадавших районах провинции Валенсия, то может есть 3 месяца, чтобы подать прошение о ВНЖ, о легализации. Раз мы закроется. мы затронули вот эту тему с Даной, если у людей там какие-то потери материальные, это все, и он, в общем-то, не очень... Я, например, не очень понимаю, куда обращаться, что к тебе можно обратиться вот с такими вопросами? Можно. В принципе, порядок здесь там такой. Если есть страховка, то понятно, что страховка должна возместить. Опять же, если даже страховки не хватает капитала, чтобы возместить, есть консорция, так называемый, да, то есть как перестраховочная такая, перестраховочный такой субъект в Испании, который именно компенсирует страховым компаниям в ситуациях вот таких наводнений, там, землетрясений, еще что-то. Но если страховки нет, то, честно скажу, там рассчитывать на что-то сложно. Но есть вот эти ayudas públicas какие-то, принятые как раз вот правительством Масона, правительством вот Валенсии, Женералитатом, и также на уровне государства Испании есть определенные помощи. Я скажу так, они не очень большие. У меня вот как раз, к сожалению, тоже друг попал в эту ситуацию. Он испанец, вот, и у него там затопило локаль. И он тоже ко мне тоже обращался, хотя я, можно сказать, такой юрист испанский, да, но происхождения российского. Вот. А он сам ко мне обратился. Да, мы с ним... Там практика в судах. Да. Тем не менее, он решил ко мне обратиться, там мой друг знакомый, вот, и, друг уже, можно сказать. И мы с ним посмотрели, что, к сожалению, эти все помощи, субсидии, они очень небольшие. Но, кстати, тоже, вот, опять же, опытом делюсь, этот человек, он обратился, есть еще частные некоторые структуры, которые помогают. Например, компания Mercadona, все знают, да, знаменитый супермаркет основной в Испании. Она, не знаю, как сейчас, но на тот момент предлагала помощи в частном порядке, то есть нужно было написать заявление, указать там размер вреда и так далее, и максимум до, по-моему, 8 тысяч евро можно было получить, да, то ли 8, то ли 12 тысяч, я вот не помню, примерно такая сумма, да, и именно кто был аутонома, у кого затопило локаль там, или транспортное средство, Меркадона сама, это в частном порядке, это сегодня есть, завтра нет, то есть это как бы... От уровня государства нужно смотреть конкретно все эти помощи, которые есть, подходите ли вы по этим реквизитам, и понимать, что испанцы тоже, Испания может рассматривать достаточно долго это все. То есть вы подали, это не значит, что вы подали, и вам через месяц будет ответ, и денежки на счет придут. Это может быть очень долго, это может быть, что ответа не будет, это нужно обжаловать, потом идти или в суд. То есть
на эти помощи, ну, честно, рассчитывать вот так, как автоматически какие-то помощи, ну, нельзя. То есть это пройдет время, и, может быть, вы что-то получите. Вот. Поэтому то, что касается именно каких-то выплат по пострадавшим. Вот. Но с точки зрения миграционного права, опять же, это тоже, ну, я считаю, очень гуманистическая такая норма, что, во-первых, те, кто был там, без документов прописан и так далее, могут получить вот эти документы. Вот. Опять же, как это мотивируется? Тем, что там не хватает рабочих рук, опять же, в том числе. На все это восстанавливать надо. И есть много людей, иммигрантов из разных стран, испаноговорящих и не испаноговорящих, русскоговорящих разные, кто там, по сути, даже работал по факту, как бы по-черному, да. И, естественно, чтобы им в том числе облегчить вот этот вот доступ к рынку труда, и в том числе, ну, чтобы все от этого выиграли, скажем так, да. Поэтому такая норма была принята. Денис, вот такой вопрос с украинцами. То, что люди приехали, им в каком-то году дали защиту, на основании защиты дали, значит, карточку, резиденцию, и у некоторых людей она заканчивается. И вот про это можешь сказать что-то? Да, смотрите, по поводу граждан Украины, ну, не только граждан Украины, там есть и люди, которые жили официально в Украине на момент начала войны. Там ситуация такая, что Испания каждый год продлевает эту временную защиту. Ее получить, я думаю, все это уже знают, из Украины, достаточно просто. Вы получаете эту временную защиту, и она каждый год продлевается. Но в этом году, что привлекло мое внимание, что обычно продлевалась каждый год именно защита. То есть продлевается защита на следующий год. В этом году, опять же, может быть, потом они тоже примут такое решение, скажем так, задним числом. Но пока принято такое, что они продлили действие самой карточки. То есть действие карточки продлено, формально временная защита, можно сказать, что непонятно, продлена она, не продлена, но карточка продлена. Ну а что это означает? Что, грубо говоря, эту карточку не нужно будет, как я понимаю, обновлять. То есть она автоматически считается продлена вот этим приказом. То есть там написано срок годности, который истек, но Да, она может быть, считается. Я так понимаю, что может получиться так, что карточка будет юридически продлена, но, естественно, сама карточка же не поменяется, если ты ее новую не закажешь. И может быть, возможно, так оказаться, что карточка будет, по сути, просрочена сама по себе. То есть на ней будет старая дата. И это, возможно, ну, какие-то проблемы могут быть, потому что там банк начнет спрашивать об обновлении информации. Если вы въезд, да, в соседнюю ну, то есть в любом случае куда-то вот вы поедете, надо смотреть, что будет дальше, может быть, еще что-то они примут, потому что так тоже людей оставлять, вот им продлили, да, но по сути, если у тебя карточка истекла, цифра там, да, число, год стоит, да. Да, то есть вот такой момент. Но в принципе, и еще то, что касается граждан Украины и те, кто пользуется вот этой временной, ну, находится на временной защите. Новый регламент, опять же, предусматривает, что в течение 6 месяцев с даты его принятия, там, ноябрь 2024 года, должно быть принят некий приказ, некое положение подзаконное. Там не говорит конкретно про граждан Украины, но говорит про, скажем так, жертв вот, военных конфликтов, гуманитарных катастроф. Предполагается это в том числе. Предполагается это, и должен, по идее, появиться какой-то порядок перехода с этой временной защиты на другие виды на жительство. Потому что есть многие, меня тоже спрашивают люди, вот, ну, в том числе, как перейти. На данный момент перейти невозможно, ну, как бы с временной защиты на другой ВНЖ. Потому что Испания считает, что вот у вас есть временная защита, вы пользуетесь ей. Вот. Это тоже юридически не очень понятно, потому что временная защита – это такая тоже интересная фигура юридическая, потому что, с одной стороны, в ПМЖ она не входит, потому что есть директива, которая говорит, что не входит проживание по временной защите именно для ПМЖ. То есть даже если вы формально, то, как это сейчас есть, я не знаю, как будет через месяц, через год, даже если вы сейчас 5 лет наберете по временной защите, ПМЖ формально, вот в нынешних терминах, вы получить не сможете. Но, например, для гражданства оно входит. Например, если вы рождаете ребенка здесь по временной защите, он легально живет, через год он может претендовать на испанское гражданство. Такие случаи есть. То есть это интересная такая фигура, вот, временная защита. Посмотрим, как она будет дальше развиваться. Вот, но пока вот такая информация. Денис, давай я на сегодня, потому что вообще тем очень много, да, и они все интересные. Я просто хочу предложить зрителям задавать вопросы либо в комментариях, да, либо пишите
пишите вот на WhatsApp, который вы увидите, это уже какой-то конкретный вопрос, именно какой-то партикулярный, как это слово уже. В частном уже, чтобы поговорить с Денисом лично, если не хотите писать в комментариях. Денис, большое спасибо, что ты нашел время. Я знаю, что у тебя каждый день, каждая неделя практика, учеба. И, в общем, спасибо, что нашел время и поделился информацией, которая на самом деле очень ценна. Спасибо за приглашение.